Отличные новости! Создатели на официальной странице объявили, что выход нового сезона аниме «Пожиратель звезд» состоится уже в сентябре. Там кратко сообщается, в этом сентябре все ваши ожидания будут реализовываться шаг за шагом. Конкретной даты и числа пока нету, но то, что четвертый сезон выйдет в этом месяце, очень хорошо. Ждем дальнейшие новости. В прошлом видео мы говорили о том, что Ло Фэн почти закончил взращивать свое человеческое тело, а его жена Сюй Синь получила бессмертное тело. И вот прошло еще несколько месяцев, как первое взращивание преуспело. 2061 год, 2 июня. Это был тот день, когда Ло Фэн вырвался из своей скорлупы. Из этого огромного яйца показался полностью обнаженный человек с короткими черными волосами. Он парил в воздухе. Его тело выглядело словно хорошо закаленная сталь, вызывая ощущение огромной силы. Золотой гигант внезапно исчез, и в то же время появилось клонированное тело Ло Фэна. Точная копия. Наконец! Я наконец вернулся. Глаза Ло Фэна были наполнены волнением, которое было трудно сдержать. Там, где было его сердце, вращалось маленькое ядро, излучающее золотой свет. И это ядро было его ядром внутреннего мира. На каком уровне было это новое человеческое тело? Ранее, до того как умереть, Ло Фэн достиг 3-го уровня планеты. Сейчас его клон также имел абсолютно тот же уровень развития. Однако в то же время в ядре душа Ло Фэна, которая достигла 3-го уровня планеты, безумно поглощала энергию Вселенной. Когда она прошла очистку, Ло Фэн достигнул сразу 6-го уровня планеты. Но не все так просто. Как объяснила Бабата, физическое тело Ло Фэна находится на 4-м уровне планеты, но его способности и сила 6-го уровня – это его предел. После чего Ло Фэн призвал Серебряного Стража с его кольцом хранения. Он достал свою одежду и лозу облаков. Та сразу же узнала Ло Фэна и снова вошла в его тело. По сути, с новым телом Ло Фэн выглядел абсолютно так же, как раньше, но зато его сила выросла до 6-го уровня планеты. Кроме того, текущее тело Ло Фэна было похоже на тело Золотого Гиганта. Их слабостью было ядро, удерживавшее душу и внутренний мир. Поэтому, даже если бы голова Ло Фэна была снесена, он не умер бы. Если не повреждено ядро, она отрастет заново, как у золоторогого зверя. Это также большое преимущество космического зверя, поскольку мы знаем, насколько тяжело было убить этого гиганта. А теперь им стал Ло Фэн. Сейчас его по праву можно считать сильнейшим на планете. Когда Ло Фэн переключался с тела человека на тело Золотого Гиганта, он становился 3-го уровня звезды. За чуть более года он поднялся с 1-го уровня звезды до 3-го. Это было довольно быстро, но прогресс становился медленнее по мере его роста, особенно на критической точке прорыва на уровень Вселенной. Для этого потребовалось бы больше времени. Снова став человеком, Ло Фэн как можно быстрее хотел увидеться с родными. Ступив на свой летающий челнок, он полетел в сторону Европы. Но сначала он хотел разобраться с борцами, захватившими власть в альянсе HR. Опираясь на шантаж, насилие, убийство или воровство сокровищ, они установили свое господство. Страны не осмеливались оскорбить их. Среди них были Аткин, Яньхай и Саганеру, тот псионик, что посмел ограбить семью Ло Фэна. Первым был Яньхай, тот был в изумлении, увидев Ло Фэна. «Не смотри так, как будто ты увидел призрака, только виновные боятся мертвых. Я действительно Ло Фэн, и я пришел, чтобы забрать твою жизнь», – раздался холодный голос. Его душа в тот же миг рассеялась, а тело рухнуло на пол. Ло Фэн посмотрел на него ледяным взглядом. «Ты первый». Согласитесь, эффектное возвращение Ло Фэна. Он сразу идет наказывать плохишей. Следующим был Саганеру, единственный оставшийся в живых псионик уровня планеты, помимо Ло Фэна, конечно же. После Иста и Ло Фэна он идет третьим, как сильный псионик. Ло Фэн навестил его. Внезапно психическая атака, которую невозможно было увидеть, пронзила сознание Саганеру, как острая игла. Мини-планета внутри была пробита, разрушившись. В мире было много подонков, но Ло Фэн никогда не набрасывался на них или не наказывал никого из них. Тем не менее, Аткин, Саганеру и Яньхай, эти 3 высшие силы, сделали одну вещь, которая действительно разгневала Ло Фэна. Они угрожали грабить родственников погибших героев. Последним был Аткин, нынешний глава альянса HR. Это он послал Яньхая 2 других богов войны, чтобы запугать родственников погибших воинов, даже ограбить семью Ло Фэна и забрать кристаллы Муя, чем вызвал гнев Ло Фэна. Этот человек во время инцидента с Золотым Гигантом не проявлял себя, но когда сильнейшие борцы пали один за другим, он наконец показал свои дикие амбиции. Когда он узнал, что Ло Фэн все еще жив и убил 2 его приспешников, он придумал публично сообщить о возвращении Ло Фэна. Об этом объявили во всех новостях и по телевидению. Да, он притворился приветствующим Ло Фэна, предполагая, что он в безопасности, в центре внимания общественности. Он даже сказал, что безмерно уважает павших героев и Ло Фэна, но это была лишь игра, лишь попытка сохранить жизнь.
И Ло Фэн в самом деле появился прямо на площади в Вашингтоне, возле Аткина. Он был одет в длинные штаны и простую безрукавку. У него были черные короткие волосы, и его взгляд был глубоким, как океан. Он медленно спустился с воздуха. Вся площадь разразилась криками: «Это Ло Фэн! Величайший герой Ло Фэн вернулся!» По телевизору за этим наблюдала семья Ло Фэна и Сюси. Когда он появился на экране, слезы радости текли из их глаз. Аткин думал, что на глазах у всего мира Ло Фэн не убьет его. Однако Ло Фэн сделал это средь бела дня, на глазах у миллионов людей и камер. Лезвие ножа мгновенно впилось в лоб Аткина. Даже броня Черного Бога была мгновенно разрезана, и нож врезался прямо ему в мозг. Его сознание и дух были разрушены. Что же будет дальше? Как Ло Фэн объяснит это всему миру? События развиваются очень необычно и неожиданно. Напишите в комментариях, как вы думаете, что же теперь сделает Ло Фэн. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.